Всем привет, с Митори-чан! Сегодня мы будем исследовать один из самых красивых традиционных кварталов в Японии. Но это не Киото. Добро пожаловать в Курашики! Курашики – город с богатой историей и атмосферой старой Японии эпохи Эдо. Идеальное место для любителей традиций и вкусной еды. Этот город находится всего в 15 минутах на поезде от большой станции Окаяма, куда ходят скоростные поезда, поэтому сюда удобно добираться. Я наконец-то дошла до традиционного квартала в Курашики. Биканчик называется. 15 минут от станции Курашики. Это не так далеко, если бы не лето и не жуткая жара. Главная достопримечательность города – это район Биканчик, где много милых улочек, традиционных зданий с белыми фасадами, а посередине квартала протекает река, по которой плавают на лодках. И здесь даже можно прокатиться на лодке по реке. Вот так вот. Очень мило. Наверное, сейчас слишком для этого жарко. Время здесь словно остановилось. Белые стены старинных складов отражаются в воде каналов, а по узким улочкам неспешно гуляют люди, наслаждаясь видом, ароматами и вкусами региона. Это не просто город, это живой музей под открытым небом. Сегодня будний день и жара, поэтому мало людей очень. Думаю, что когда здесь осень или весна, намного больше людей, но все равно меньше, чем в Киото. Ой, здесь лебеди! О боже мой, маленький лебеденок серый! Я впервые вижу маленького лебедя. Но он такой среднего размера, я бы сказала. Если бы он не был серый, я бы не знала, что это маленький лебеденок. Это место даже называют японской Венецией. Не только потому, что здесь можно прокатиться на лодке, но и потому, что город также был построен на воде. Квартал довольно большой. Здесь можно, наверное, несколько часов гулять, если заглядывать в разные кафешки и магазины. Да и просто любоваться такими зданиями и фотографировать, мне кажется, очень даже неплохо. Единственное, что если вы приедете летом, как я, советую отдыхать и немного охлаждаться внутри помещений, чтобы не перегреться. Вот так выглядит квартал с другой стороны, с обратной стороны реки. Здесь тоже много вот таких вот красивых традиционных домиков, разных кафешек, магазинчиков. Изначально здесь был мелкий залив внутреннего японского моря Сето-Найкай, а для расширения территории залив начали засыпать и застраивать домиками-складами под названием Кура. Отсюда и пошло название города. Кура – склад, шики – стелить. Ретро-технологии, чтобы немножко освежиться, но это реально спасает. Хорошо, спасибо. С этой стороны как будто немножко меньше людей, чем со стороны реки. Но больше магазинов, как мне кажется. Особенно много магазинов с разными изделиями из джинса. И поскольку изначально это был залив, даже засыпав его, здесь не получалось выращивать рис. Почва была слишком соленая для этого. Но жители проявили смекалку, найдя другие виды растений, которым подходит такая почва, и начали выращивать хлопок. Это стало началом новой индустрии региона, и Курашики стал крупным центром текстильной промышленности в эпоху Мэйджи и Тайсё. Здесь производили разные виды тканей, а также школьную форму, которая была популярна по всей Японии. После окончания Второй мировой войны спрос на школьную форму упал, но жители не растерялись и адаптировались, научившись технологии изготовления джинса. Район Коджима, который находится в южной части города Курашики, считается местом рождения японского джинса. Именно здесь в 1960-х годах японские производители впервые начали делать высококачественные джинсы, вдохновившись американскими брендами, но с японской точностью и вниманием к деталям. Здесь много селект-шопов, где можно найти сразу несколько японских брендов джинс, допустим, Momotaro, Japan Blue Jeans и так далее. Забавный факт. Бренд Momotaro назвали в честь героя сказки по имени Момотаро, который родился из персика, потому что этот регион славится своими персиковыми деревьями. Главная особенность японского джинса – это ручное окрашивание с использованием традиционной техники айзоме при помощи красителя индиго из растения ай. Такую технику окрашивания изначально использовали для кимоно, и ее красота в том, что она придает ткани уникальный выстиранный эффект с годами. И, конечно же, маниакальное внимание к деталям. Все продумано до мелочей.
Цена тоже соответствующая. Именно в этом магазине джинсы стоили от 24 тысяч йен, примерно $170, что довольно дорого для Японии. Обычные джинсы китайского производства в Uniqlo тут можно купить за 5000 йен, $35, но качество, конечно, не сравнится. Поэтому для ценителей джинса Курасики – это райское место. Я уже, наверное, минут 40 брожу по этому району и до сих пор полностью весь не обошла. Он довольно большого размера все-таки. Так что идемте еще дальше в эту сторону. Обычно внутри вот таких вот маленьких двориков самые милые магазинчики. И здесь прохладнее, чем на улице. О, как красиво! Здесь несколько магазинов, где продаются разные изделия из джинса, майки, аксессуары. Внутри, к сожалению, снимать нельзя, но смотрится очень мило. Большинство домиков здесь вот так вот переделано в магазины или рестораны, но также есть дома, где, скорее всего, кто-то живет, где ничего не написано на входе, а только есть кнопка. Поэтому, скорее всего, здесь смешанные и жилые дома, и ресторанчики, и магазинчики. Понимаю недовольство японцев, кто живет в таких районах, когда много туристов, если люди нарушают их личные границы. Но, в принципе, если ничего не нарушать, мне кажется, японцы должны быть не против. Ведь все-таки туризм – главное, на чем люди зарабатывают здесь. Многие рестораны и бары откроются только к вечеру. Допустим, вот это, скорее всего, бар, где подают саке. И, возможно, кто-нибудь видел, кто был в Японии, вот такие вот шары при входе во многие японские рестораны и бары изакая. Это называется сугидама. Это шар, сделанный из японского дерева суги. Это хвойное такое дерево. И обычно такие шары вешают у саке-варень, саке-пивоварень, где изготавливают саке. Изначально шар зеленого цвета, из свежих веток растения суги. И это обозначает, что саке уже готово и оно свежее. И потом постепенно этот шар вот так вот становится коричневым. И это обозначает, что саке уже созрело и стало еще вкуснее. Поэтому часто в наше время разные бары и рестораны вот так вот вешают этот шар сугидама как символ, что здесь наливают. Здесь уже начинается более глубокая часть курасики. Совершенно нет людей, но это оправдано, потому что сейчас многие заведения, которые здесь находятся, закрыты и, скорее всего, откроются ближе к вечеру. Но просто прогуляться тоже очень красиво. Даже спустя 13 жизней в Японии я так и не привыкла к японской летней жаре. Еще раз повторяюсь, уже, наверное, 100-й раз. Лучше не приезжайте в Японию в июле и августе, потому что это опасно для здоровья. Это не просто жарко, это именно опасно. Я нашла еще одну потайную улочку между домов, где точно кто-то живет. Но Google Maps говорит мне идти сюда, чтобы попасть в кафе. Я знаю, что, будучи туристом, даже будучи живущим в Японии иностранной внешности человеком, немножко стрёмно в такие места заходить, потому что не хочешь мешать людям. Но в таких местах, бывает, находишь самые лучшие места, самые лучшие кафешки и магазины, которые не на главной улице. О, а вот как раз и кафе, куда я хотела дойти. Немножко передохнуть и пообедать. Снаружи даже не скажешь, что внутри оно такое просторное. Ух ты! Это уютное кафе спрятано в глубине района, поэтому не каждый сюда дойдет. Старинное здание отреставрировали, смешав минимализм и шарм традиционных элементов. Отличное место перевести дух, а также меня приятно удивила розетка для зарядки, потому что в кафе не везде приветствуется заряжать телефон. И цена не супер туристическая, несмотря на место, ланч стоил меньше $10 и включал в себя 2 онигири с разными начинками, холодный мисо-суп и закуску из овощей. Уверена, что в менее жаркий сезон здесь великолепно на этой террасе, но сейчас только матча-латте холодно с вкусом. Я еще раз повторяю, что сейчас
Конец июля и жуткая жара, и также будний день, поэтому здесь не так уж и много людей. Но я думаю, что даже в более прохладный сезон здесь все равно не так много людей, как обычно в Киото. Поэтому, мне кажется, великолепное место, если вы любите японскую традиционную архитектуру. Наверху храмик. Можно пойти. Давайте поднимемся внутрь, посмотрим, как выглядит храм местный. Это синтоистский храм. Сразу понятно по воротам, которые служат как вход и символ перехода из обычного мира в мир богов. Да, и лестница, как всегда. Японские лестницы плюс летняя жара – не самая лучшая комбинация. Но стараюсь ради видео. Храм называется Ачи Shrine. Очень забавно, что на японском языке Ачи – это также очень жарко, как раз в тему. Храм там, но для начала меня заинтриговало вот это вот место с таким маленьким мостиком. Сюда можно пройти. И здесь, что это? Петухи? Петушки! Вы явно не для еды. Перед входом в храм нужно помыть руки вот в таком вот месте. Храм Ачи основан более 1700 лет назад. По легенде, он защищает Курашики от наводнений и бедствий. Ух ты! У этого храма довольно большая территория, на которой расположена главная часть храма, вот такая, и много маленьких храмов вокруг. Часто синтоистские храмы посвящены сразу нескольким богам. Допустим, здесь на территории большого храма также вот такие вот маленькие храмы тоже расположены. Вот это называется дарума. И это такие статуэтки, которые символизируют удачу и счастье, а также исполнение желания. Обычно их покупают без глаз. Рисуют один глаз, когда загадывают желание, и второй глаз, когда желание исполнилось. И это место, где оставляют вот такие вот дарума, когда желание исполнилось. У многих вот такие вот милые повязочки на голове, где написано «гоукаку», обозначает пройти экзамен. То есть, скорее всего, люди загадывали, что они хотят поступить куда-нибудь в университет или в школу, и у них это получилось. И отсюда также открывается великолепный вид на город. Отсюда очень хорошо видно город Курашики, и сразу понятно, что город хорошо сохранен, и что это все не просто маленькие домики, а вот такие вот дворики внутренние. Недалеко от храма также есть вот такой вот музей укиё-э, японского традиционного искусства с эпохи Эдо, и именно здесь картины на тематику йокай, японских монстров. Я только что случайно познакомилась с заведующим этого музея, и мне он сказал, что это один из самых лучших музеев в Японии с картинами укиё-э, поэтому я обязана пойти внутрь, тем более, что я обожаю йокай. Входной билет стоил 1300 йен, что не дешево, но музей огромного размера. К сожалению, можно снимать только снаружи сад, но внутри музей был как огромный лабиринт, поэтому советую. Я все еще блуждаю по Курашики. Мне кажется, здесь даже одного дня не хватает, если в таком небыстром темпе гулять. Сзади меня находится еще одно красивое здание, куда можно зайти внутрь. Это резиденция Охара. Вход стоит 500 йен, и можно будет там не только посмотреть на красивую японскую архитектуру, но и немножко отдохнуть. Поэтому идемте. Это здание использовалось вплоть до наших дней, поэтому оно более жилое, скажем так, не просто музей. Мне рассказали, что это была частная резиденция вплоть до 7 лет назад, поэтому только вот относительно недавно обычные люди могут сюда зайти. И вот это все, это были такие как склады, где хранили рис и разные другие вещи.
И внутри каждого такого бывшего склада теперь вот такие вот выставки, где рассказывается о этой семье О'Хара. Семья О'Хара была и остается самым влиятельным кланом, благодаря которому развился этот регион. Именно они построили первые текстильные фабрики, банки и даже музеи в Курасики. А это место было их резиденцией, зайдя куда на секунду можно представить себя членом богатого японского клана. И если идти вглубь поместья, можно дойти до сада и книжного кафе, где можно немножко отдохнуть. И здесь находится ханаре. Ханаре на японском языке обозначает отдаленное здание. Специально строили такие здания, где можно было отдалиться от всего мира. Раньше члены семьи О'Хара любовались здесь садом в разные сезоны. Особенно должно быть красиво осенью, когда краснеют листья японского клена момиджи, читали книги и устраивали чайные церемонии. А в наше время мы, посетители, можем вот так выпить чай-матча с вагаши сладостями и отдохнуть от жары. Очень советую прийти сюда под закрытие в 4:30 или даже ближе к 5, потому что я осталась уже в конце практически одна в этой японской комнате с прекрасным видом на сад и смогла сделать много классных фотографий. И также здесь очень милый персонал, который ходит и подсказывает, где красивее сфотографироваться, помогает сфотографировать вас тоже и объясняет о истории этого места. Здесь также есть и бесплатные музеи тоже, например, Курасики Local History Museum. Идемте внутрь. И на удивление он закрывается позже, чем другие музеи. Абсолютно бесплатный, с вот такой большой территорией. И вы только посмотрите, насколько все связано в этом городе гармонично. Сейчас я выхожу из этого исторического музея. Тут такая, как скрытая дверь через вот такой вот перекресток. И попадаю в такой вот внутренний дворик, смесь старых зданий и новых. Какая же хорошая атмосфера здесь. Сейчас уже 5 вечера, поэтому не очень много людей. Но многие рестораны как раз только начинают открываться на ужин. Здесь находится итальянский ресторан, кофейня, магазины, где продаются разные изделия из джинса. Уже 6 вечера, в итоге я прогуляла весь день по этому городу и не смогла его полностью весь обойти, но зато дождалась самого красивого времени дня, когда уже намного меньше людей, но красивее всего делать фотографии. Ближе к 6 многие сувенирные лавки и кафе закрываются, но после 6 Курасики по-настоящему начинают оживать. Недалеко от исторического центра находится вот такая шоппинг-улица под названием ABC Shopping Arcade, где много популярных среди местных людей ресторанов и баров, которые открываются ближе к вечеру. Если вы хотите вкусить атмосферы японских баров изакая и попробовать местные закуски, то это отличное место. Но и в исторической части Курасики есть несколько мест, которые работают после 6. Например, вот такое место под названием Курасики Ivy Square. Это бывшая текстильная фабрика, которую переделали в галерею, а также Beer Hall, ресторан, где подают местное крафтовое пиво. За счет кирпичных сооружений, вот этих деревьев и плюща немного присутствует атмосфера Англии, как мне кажется. Конечно, некоторые галереи уже закрылись, но ресторан все еще работает. Это здание все полностью покрыто вот так вот плющом. Смотрится очень интересно. Как оно стоит так много лет. В
В 1872 году член семьи О'Хара основал здесь одну из первых современных тканевых фабрик с использованием западных технологий. Здание тоже было построено в западном стиле с использованием красного кирпича, что было редкостью для Японии в то время. Позже фабрику перенесли в другое место, а ее скорлупу превратили в комплекс из музеев, выставок и ресторанов. Здесь проводят мастер-классы по окрашиванию тканей техникой аизоме, выставки современного искусства и просто отдыхают. Внутри вот такое вот пространство, внутренний дворик, где можно сесть, поужинать и запить местным пивом. На ужин мы идем в ресторан внутри одного из исторических домов в этом районе, где подают блюда из местных ингредиентов. Ресторанчики здесь небольшие, поэтому лучше бронировать места заранее, чтобы точно не остаться голодными. О, ине. Это место специализируется на блюдах из рыбы савара, которые ловят в заливе Сатанайкай недалеко от этого города. Я не шучу, почти все блюда, которые мы заказали, были из рыбы савара, но все очень вкусно. В префектуре Окаяма, где находится город Курашики, изготавливают много видов местного саке, которые тоже можно здесь попробовать и сравнить разные вкусы. В разное время дня Курашики производят совершенно разные впечатления. Если вы едете не за шопингом, а атмосферой, то вечернее и ночное время мне лично показалось самым сказочным. Честно скажу, летней ночью не намного прохладнее, чем днем, но все равно приятнее гулять, чем под палящим солнцем. Ближе к 8 вечера остались только местные и ночующие здесь туристы, а также мы, кто не хотел уезжать. Надеюсь, что вам понравилось это видео, и увидимся еще в следующих путешествиях по Японии. Всем спасибо за просмотр, всем пока!